Около 90% всех расставаний связано с изменой или неверностью женщины. Но не обязательно физической, когда ты застаешь свою роднулю в постели с фитнес-тренером. Нет. Все эти процессы зарождаются в ее голове задолго до этой финальной сцены. А начало происходит в мыслях. И вот эти самые мысли способны медленно, но верно обесценить тебя, растоптать все твои вложения, способны дать женщине разрешение творить что угодно и с кем угодно. Ну а самообман успешно поможет ей в этом процессе. И действительно, мы сейчас живем не в какой-то тесной, уютной общине на необитаемом острове, где альтернатив выбранному партнеру у женщины на самом-то деле и нет. И если уж выбрала кого-то, то приходилось бы так или иначе подстраиваться друг под друга, приспосабливаться, находить общий язык. Сейчас условия иные. Интернет, картинки красивой жизни, культивирование материальных благ, открытый рынок знакомств в виде всевозможных приложений, сайтов. Просто смахни вправо и готово, пара создана. Создается вот эта иллюзия легкого выбора. И вот чтобы соблазниться, поддаться этому желанию, большого труда не надо. Достаточно всего лишь иметь внутри вот этот вот червь инфантильности и легкомысленности. И способностью договориться со своей совестью. И дело в шляпе. То есть какую картину мы наблюдаем сейчас? Женщине элементарно достаточно просто поймать на себе похотливый взгляд своего начальника или получить комплимент выглядывающего из премиального авто брутального незнакомца. Этого достаточно для того, чтобы внутри нее забрезжил этот огонек упущенных возможностей, новых перспектив, ярких эмоций, которых ты уже не даешь. И с этого момента процесс обратного отсчета вашим отношениям уже запущен. Зачем что-то склеивать, зачем что-то налаживать, исправлять? Да? Если для этого требуется какое-то усилие, требуется преодоление, это сложно. Если можно поддаться этому желанию, это ой как заманчиво. Зачем чинить свою микроволновку, которая вдруг неожиданно стала плохо разогревать еду, если можно пойти в магазин и взять новую? Ведь прилавки забиты под завязку, а скидки на новые ультрасовременные модели буквально моментально обесценивают твою уже проверенную временем старушку. И вот пока рак на горе не свистнет, пока физическая измена не случится и мужчина не застукает свою роднулю за поцелуем со своим другом, который раньше просто подвозил ее до дома с работы, а сейчас вдруг она задерживается в его автомобиле по полчаса, по часу. Или пока не увидит в ее смартфоне откровенную переписку со своим коллегой, где она с ним флиртует и шлет фотографии, в чем мать родила. До всех этих моментов мужчина очень легкомысленно ко всему этому относится. Не реагирует, не замечает всех этих сигналов, звоночков, которые были предвестниками неизбежной измены и скорой смерти ваших отношений. Как мужчина обычно рассуждает? Я постоянно сталкиваюсь с этим, читая ваши истории. Это такие наивные заявления, как «да я ей доверяю». Я ей доверяю. Она ведь у меня такая хорошая, она такая добрая. Вон кошечек подкармливает у подъезда. Подумаешь, там какой-то друг ее подвез с работы. Она у меня коммуникабельная просто. Любит иногда пококетничать. Это же женщина. Что тут такого? Ой, как мужчина любит порой обманываться. Любит заниматься самовнушением. В эти моменты он напоминает лошадь, которой кучер надел на голову шоры. Это такое приспособление, чтобы она не отвлекалась по сторонам и смотрела всегда вперед. То есть закрывает ей боковой обзор. Так же и с мужчинами. Зачастую он просто лишен возможности посмотреть по сторонам, оглядеться. А если он лишен этой возможности, значит и не способен прогнозировать наперед. Не способен прогнозировать последовательность событий, уловить эту взаимосвязь женских действий и скорой неминуемой неверности. Ведь женская измена же не происходит просто так, на пустом месте. Нет. Этому всегда предшествует череда определенных стадий. Женщина должна пройти через эти стадии, чтобы произошла физическая близость. То, что принято называть изменой. Давайте сейчас быстро по ним пробежимся, но хочу сделать один акцент. Эти процессы зачастую бессознательны для девушки.
То есть она не сидит и не придумывает вот этот коварный план ухода к Пете. Первая стадия – это, собственно, желание. Да? То есть любое действие начинается с желания. Это логично. Но надо понимать, что все это пока происходит в голове самой девушки. В виде фантазий, смакования всех этих похотливых сценариев. Все это происходит в мыслях. Она искренне считает, что делает что-то плохое. Не считает себя виноватой. Нет чувства вины. Но это же просто мысли, просто фантазии. Интересный вопрос. А откуда зарождается у женщины вот это желание? Оно же не может просто так появиться на пустом месте. Здесь также могу сказать на основе собственной аналитики, что вероятность возникновения, как правило, обусловлена одной из вероятностей. Обусловлена склонностью женщины к получению дофамина. Удовольствия. Насколько у нее есть вот этот внутренний запрос на получение каких-то ярких сверхэмоций, чего-то экстремального, новые ощущения, драйв, кураж, веселье. Какие-то спокойные, понятные отношения. Для нее это скучно, неинтересно. У кого-то может возникнуть возражение. Вначале-то у нас было все хорошо. Почему тогда потом всегда все рушится по итогу? Да, это очень интересный момент. Об этом я расскажу ближе к концу ролика. Вторая стадия – это стадия привлечения женщиной внимания к себе. Потенциальных кавалеров. Что она делает? Она вдруг начинает следить за собой, менять образ, причесочку изменит, записывается на фитнес, может даже сделать полуоткровенную фотосессию, такую на грани, и выложить ее в соцсети. Тебе она, конечно, расскажет, что это она для себя, потому что психолог посоветовал раскрыть ее женственность. А что по итогу? Все эти действия не остаются незамеченным для противоположного пола. Коллега с работы уже приглашал на свидание. Мужчина на улице подходит знакомиться. Да что там, даже бывший объявился, лайкает ее новые фотографии. Не могу здесь не упомянуть о том, что мужчина часто сам подталкивает, сам своими руками создает предпосылки в получении этого внимания. То есть, как обычно происходит. Его неожиданно повышают по должности, или бизнес хорошо пошел, с финансами стало нормально. И что он делает первым делом? Нанимает домработницу. Для ребенка нанимает няню, а жену отправляет по салонам красоты, на корпоративы с подругами или на курорт в Турцию. Пусть роднуля отдохнет. То есть, по сути, сам берет свою женщину и выталкивает ее на рынок знакомств. Заворачивает ее в красивую упаковку и ставит на полку с остальными позициями. Следующая стадия, третья, это, собственно, флирт. Да, пока легкий, да, пока ответный. В формате, это не я же, они сами со мной знакомятся. Он сам мне пишет. А то, что женщина сама провоцирует мужчин своими действиями, сама транслирует эту готовность своей невербаликой, своим поведением, она об этом не думает в этот момент. А если попытаешься поинтересоваться, что происходит, когда твоя роднуля возвратится с очередного корпоратива с букетом цветов, тебе с удовольствием расскажут, что я не хотела брать, просто коллега по работе сам проявил эту инициативу. Не выбрасывать же их. Посмотри, какого красивого мишку мне подарил мой друг. Мы с ним давно дружим. Как мужчина он мне не интересен. Да и вообще он женат. Следующая стадия, четвертая. Это когда женщина уже поддается этому флирту. Наполняет себя этим эмоциональным ресурсом. Насыщает себя этим общением. Здесь оно уже обоюдное. Флирт здесь ответный. Здесь уже идет полноценная переписка. Здесь идут уже встречи с мужчинами. Для тебя пока еще подготовленная история, что это друзья. Но в реальности на встречах женщина позиционирует себя как свободная. Она не упоминает о том, что она в отношениях. Почему? А иначе кайф-то обломится, а кавалеры разбегутся. Опустошать скамейку для страхующих ой как не хочется. И финальная стадия – это, собственно, измена. Физический контакт. Представляете? То есть это уже пятая, по-моему, стадия. И вот только здесь зачастую перед мужчиной открывается вся картина. То есть до этого момента он как будто бы был слеп. Он находил различные причины. Он обманывал себя. Он не смотрел на действия, не наблюдал за поступками, а лишь верил словам. А вот неделю назад она говорила, что любит меня. А сегодня она целуется со своим другом. Это шок. Как так? А ведь это последняя стадия. Итак, доходим до самого важного. Что делать, чтобы однажды нам не приехать с работы пораньше
и не застать свою роднулю в постели с волосатым качком, а после не устраивать с ним оленьи бои, обязательно нужно в процессе отношений смотреть на симптомы. Признаки того, что вообще происходит в поведении женщины. Понятно, что есть проявления неверности, которые уже у всех на слуху. Я думаю, вы их и так знаете. Это когда она прячет свой телефон, не дает его, не говорит пароль или систематически задерживается с работы, не объясняя причину. Это уже скорее финальная стадия, я об этом говорил в своих видео. Но сейчас я дам те уникальные симптомы, которые я обнаружил в ходе личной практики с клиентами. Эти признаки ты не найдешь в интернете. На мой взгляд, они самые важные, явные. И что самое главное, их можно увидеть задолго до часа X. Первый признак, предвестник неизбежной измены, это когда девушка очень часто на тебя обижается. А даже если ты и извиняешься, то она не спешит тебя прощать. Не спешит восстановить эту гармонию, спокойствие. Почему данный признак является точной предпосылкой будущей неверности? А потому что для смекалистой женщины с очень развитым эмоциональным интеллектом это очень выгодный инструмент по обесцениванию ваших отношений, тебя и ухода к другому мужчине. Почему? А потому что обида имеет свойство накапливаться. А еще она имеет свойство такое интересное – замораживаться до выгодных для девчули обстоятельств, спорных ситуаций неоднозначных и в том числе для оправдания своего непозволительного поведения и измены. Я думаю, каждый в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда в какой-либо из ссор со своей женщиной она припоминала тебе твой косяк, который был давным-давно. Ты уже давно забыл про это. Что вообще происходит? Ты 3 года назад забыл про нашу годовщину. Ух ты, какой негодник. Или, а ты вот год назад флиртовал с моей подружкой. Да, я тебя простила, но в душе это оставило свой след. Это травмировало мою душу. И это ставит тебя в ступор. Ты уже 1000 раз извинился после этого. Сделал все, что только возможно. А она это снова проговаривает. А я скажу, что это неудивительно. Ведь это все объясняет на самом-то деле. Ты вот думаешь, что твои извинения, твоя забота, вложение, хорошие отношения, преданность, которая на самом-то деле была основана на чувстве вины. Думаешь, все это способно ее обиду обнулить? Стереть вот этот ценный компромат, который она собирала на тебя годами? Нет. Непригодной женщине это невыгодно. Ведь это халявный билет первым классом в объятия другого мужчины. А сопутствующий флирт, роман или какая-то интрижка, для нее это такой некий обряд избавления от этой обиды. То есть по этой логике как мы можем размышлять? То есть если ты обидел случайно своего ребенка, например, ты можешь взять его за руку и пойти с ним в магазин, купить ему игрушку. Да? И снова все хорошо. А если обидел свою девушку, то что получается надо сделать? Выход один. Ты должен зарегистрировать ее анкету на сайте знакомств сам, своими руками и подыскивать ей другого мужика. Вот по этой логике получается именно так. Выгодно. Вот почему в час X женщина будет обязательно припоминать тебе все твои косяки. Забыл ты, не забыл, извинился, не извинился. Это не важно. Ведь лучшая защита – это нападение. Второй предвестник неизбежной измены женщины. Это грубость, это хамство, это неуважительное общение. Казалось бы, как тут это связано? Дело в том, что чтобы пойти на измену, принять флирт другого мужчины, как итог, да? А до этого начать тебе периодически хамить, огрызаться, спорить, да и вообще, в принципе, творить что угодно. Ей нужно объяснить себе, почему это позволительно делать. Ведь каждому действию требуется какое-то свое оправдание. И вот для этого достаточно просто, на самом деле, себя обмануть. Просто обмануть. Просто договориться со своей совестью. Это легко. Ведь можно выдумать для себя любую причину. Можно аргументировать любое свое действие и непозволительное поведение. И не испытывать при этом чувство вины. Но важно понимать, что эти причины почти всегда надуманные. И не имеют ничего общего с реальностью. Изменила, потому что мало уделял времени. Потому что недостаточно романтичный.
потому что не развиваешься, потому что растолстел, разбрасываешь носки по дому. Неважно, насколько это нелепо звучит и вообще неправда. Женщина в этот момент будет чувствовать себя правой. Стыдно ей не будет. Чувство вины, говоришь? Ну, я с ним переспала, потому что ты сам меня на это вынудил. Своим отношением. Ведь у нас все плохо, у нас ссоры, скандалы. А я хочу быть счастливой. И это на самом деле очень распространенная ситуация у меня на консультации. Когда муж поймал свою жену с поличным, застукал на измене, застал с другим мужиком. И логично ожидает вот здесь и сейчас хотя бы какого-то извинения, раскаяния. Хочет уловить вот это состояние, что жене стыдно, совестно. Но что он в ответ получает? А это ты виноват. Я устала, что ты всегда на работе. Я вижу тебя редко. Что? Говоришь, деньги зарабатываешь для нас? А ты не для нас делаешь, ты это для себя. А вот с Петей я почувствовал себя настоящей женщиной. Хотя Петя тоже может не объявляться неделями. Но ты не понимаешь, это другое. Почему в случае с вашими отношениями женщине легко договориться со своей совестью? Легко обмануться? Все потому, что ее вот эта совесть когда-то была обусловлена не ее твердыми морально-нравственными ориентирами и взглядами, а банально высокой значимостью к тебе на старте. Вот этими гормонами удовольствия, дофамином. Все. То есть просто биохимическим процессом, просто эмоциями. И, соответственно, когда ты перестал их давать, и отношение к тебе изменилось. И вот в этот момент часто мужчина смотрит и не понимает, я ее не узнаю. Да? Карета превратилась в тыкву. То есть, что здесь важно понимать? Никаких фундаментальных осознанных ориентиров внутри женщины и не содержалось вот в этом сценарии. Если провести аналогию, это как друг, который хорошо к тебе относится и дружит с тобой только потому, что ты периодически занимаешь ему денег в долг. Ну а логично, когда дела у тебя пошли не очень, то этот друг вдруг как-то испаряется. Я думаю, если каждый из вас сейчас задумается, он может вспомнить вот эту корреляцию в поведении женщины в начале отношений, да, как у вас было, и в конце. То есть вначале она извинялась перед тобой буквально просто потому, что немного повысила голос. Или опоздала на свидание на 5 минут, задержалась. А сейчас она сидит верхом на Пете и винит во всем тебя. Способность прогнозировать и видеть симптоматику о будущей неверности женщины – это, конечно, все хорошо. Не создавать предпосылки к этому своими руками – это замечательно. Но что действительно ценно и важно – это способность выбирать женщину не по внешней обертке, не по красивой картинке, какая у нее там красивая попа, грудь или глаза. Не потому, что сердечко застукало или искра пробежала, романтизация отношений. А ту, которая руководствуется такими четкими, железнобетонными, морально-нравственными ориентирами. Девушку с высоким уровнем осознанности, которая не будет идеализировать отношения и сидеть и ждать годами принца из фильма «Красотка», а которая будет нравиться о тебе, заботиться, ухаживать, которая будет способна работать над отношениями, которая будет получать удовольствие от того, что она трудится для тебя, для семьи. И вот именно это залог, я бы даже сказал, гарант женской верности и настоящей любви. Да, потому что любовь – это действие, это созидание, а не то, что ты можешь почувствовать. Да, таких женщин мало, но они есть. Да, друзья, очень важный вопрос, на который я обещал дать ответ. Почему вначале всегда все хорошо? Все идеально. Девушка была ангелочком, заботилась обо мне, бегала за мной, извинялась. А сейчас совсем другой человек. Такое ощущение, что все эти годы она просто притворялась. Я не знаю ее. Как будто подменили. Вопрос, как это вычислить? Как разглядеть, что начав отношения с определенной девушкой, они уже будут обречены? Приемов на самом деле много, но сейчас я хочу дать, на мой взгляд, один из самых универсальных, понятных и базовых советов для всех мужчин, которые обязательно нужно соблюдать на старте, в самом начале, при первом знакомстве, на первом свидании. Чтобы нам не запускать это всю историю. Логично? Так вот, обязательно нужно
пристально обращать внимание на прошлые отношения девушки. Что там было? Как минимум, кто кого бросил и на чем это решение базировалось. То есть в чем причина. Для этого необходимо задавать наводящие вопросы. То есть нам важно понимать, если она ушла, потому что просто чувства пропали, тогда ты в будущем уже, говорится, не удивляйся вот этому финальному печальному исходу. Это раз. Ну и второй важный совет – это выяснять, из какой девушка семьи. Полная, неполная, благополучная, где мама и папа прожили в любви всю жизнь с традиционным укладом. Или неблагополучная, где отец уголовник, а мать подбухивает. Каким бы ангелочком при этом сценарии девчуля не была, в ее картине мира просто нет вот этого шаблона хороших экологичных отношений. Ей не на что ориентироваться. То есть она априори на них не способна. То есть в этом случае вероятность измен и неверности, она увеличивается кратно. Это к частному вопросу мужчин тоже, что с любой женщиной можно построить отношения. Нет, не с любой. Скорее от обратного даже. Очень малый процент женщин, с которыми реально можно построить что-то в долгую или семью создать. Стоит ли прощать измену девушки? И как быть, если с этим столкнулся? Я уверен, что большинство комментариев при ответе на этот вопрос под этим видео будут что-то вроде «что? Конечно нет. Ни в коем случае нельзя прощать. Изменила раз, изменит и два». И да, в этом есть смысл. Но я хочу сказать другое. Я уверен, что каждый из вас, кто хоть раз сталкивался с предательством, изменой своей роднули, с которой были много лет, прекрасно помнит то состояние, когда внутри все переворачивается. Тебя буквально раздирает от чувств, от сомнений. С одной стороны, тебя буквально трясет от ненависти к ней, к другому мужчине. С другой, ты пытаешься придумать какое-то оправдание ее поступку. Метаешься в противоречиях, а принять ее или нет, а когда это сделать, а вдруг она еще изменит. Все это пожирает тебя буквально изнутри. И кажется, что еще чуть-чуть и просто сойдешь с ума. Здесь важно просто остановиться, сказать себе стоп и осознать, что любые решения, которые ты примешь, находясь, будучи в этом состоянии, они с большой долей вероятности будут ошибочны и приведут лишь к усугублению ситуации. И единственное, что жизненно необходимо в данный момент сделать, это убрать стресс. Выйти из этой эмоциональной зависимости. Хочешь принять правильное решение, ты примешь его, но позже. А сейчас необходимо выйти из этого ненормального состояния и занизить значимость девушки. Напоминаю, что для этого сейчас у меня доступен курс «Как перестать страдать по бывшей и начать жить». Все ссылки указаны на экране, в описании и в первом закрепленном комментарии. Сейчас жду от вас лайков, подписки и скоро увидимся.